Здравствуйте, друзья! Слушайте и смотрите канал Влог 360! Ухилян бежал в Европу, поднял... Дамы и господа, честнолюд, всем салют. Рад вас приветствовать на канале Влог 360. Меня зовут Сергей. Я являюсь автором не только этого канала, но этих обоих. С правой стороны видите все два QR-кода. Это мой влоговый и музыкальный канал. Добро пожаловать. Также QR-код, который вы сейчас увидите, это мой телеграм-канал. Добро пожаловать адекватным людям. Обсуждаются различные темы, не только политика. Даже, можно сказать, больше различные темы, чем политика. Так что адекватным людям добро пожаловать. Нашел я, кстати, показывал ту дамочку уже. Это презентирует на себя якобы новостной канал. Хотя я уже тоже говорил свое мнение о таких каналах. Когда читаешь вырезки из газет и вышли уже новости 2-3 дня назад, начинаешь их перечитывать. Ну, это не новостной канал. Новостной канал — это когда у тебя есть хорошая команда, 2, 3, 4 человека. Всю ночь ищут новости, и уточкам у тебя выходит правда, новости выходят. Есть такие каналы, это очень тяжелая работа, да. А тут это так вот, как я уже говорил, говна на вентилятор накидать. И я уже обещал в одном ролике, то, что я разберу ее слова все. Не то, что я буду обосновывать, а я буду обосновывать роликами ее же соплеменников. Говорит она о своих же земляках. Да, она говорит позитивное все, но я сейчас все обосную, все наоборот. Дословно, то, что она наговорила. Давайте посмотрим. Да, и для тех, кто не знал, мой контент базируется на том, что я ищу различные ролики с высказываниями. Они не обязательно новые, у меня не новостной канал, я за новостями не гонюсь. С высказываний позитив, негатив о гражданах различных стран, о налогоплательщиках, о соседях, о друзьях. Позитив, негатив. И делаю для вас нарезку с разбором. Вы же комментируете. Ну давайте, я сейчас не буду свои 5 копеек вставлять, а просто дамочку эту включу, мы послушаем внимательно, и потом один за другим буду вам включать я ролики. Давайте. Слушаем комментарии и отвечаем. Если вы бежали от войны, вопрос, почему вы жителям стран, в которые вы приехали, указываете, как надо жить в своей стране? Какие праздники им надо отмечать? А какие не надо? Какой язык они должны выучить? А какой забыть? Мне кажется, что беженцы себя так не ведут. Что-то вы, ветер, такую ерунду говорите. Я не слышала, чтобы украинцы в Германии указывали немцам, какие праздники им отвечать, а какие не отмечать. Я не слышала, чтобы украинцы указывали, на каком языке говорить немцам. Мне еще понравилось, как вы сказали, беженцы себя так не ведут. А вы знаете, как ведут себя беженцы? А ну расскажите, я бы хотела бы вас услышать. Беженцы с Украины живут и работают. Работают не у себя в стране, не поднимают экономику у себя в стране, а работают в Германии, работают в Польше, работают в Канаде. И это образованные беженцы. Может быть, есть категории, у которых нет образования. Но в основном украинцы – это грамотные люди, это образованные люди, образованные, воспитанные дети. Нравится вам, не нравится, но это надо принимать как данное. Это принимать надо как данное. Нравится нам это или не нравится. Ну, теперь начнем мы, наверное, с языка. Беженцы, они не заставляют украинский язык учить, приехав в чужую страну, коренной народ. Нет? Смотрим. Что вторым государственным языком в Германии должен стать украинский язык. И дети в школах Германии тоже должны изучать украинский язык. Потому что благодаря украинцам Германия выходит на совершенно другой, новый уровень. Вскоре Германия откажется от бумажных писем, будет масштабная цифровизация. На сегодняшний день бьюти-сфера в Германии развита на самом высоком уровне благодаря украинцам. И немки ищут именно специалистов из Украины. Про язык вы слышали, что она сказала. И вот вам ролик. Что она еще нам рассказывала? В политику они не лезут, да? Ну, давайте про политику послушаем. Ну, типа они говорили то, что не навязывают ничего. Давайте послушаем. Это сейчас другая страна, это не Германия. Серьезно? Теперь министров Латвии будут выбирать не жители и парламент, а одобренные из Украины? Новое единство сегодня заявило, что получили такое одобрение от руководителя Офиса президента Украины. Министр обороны Латвии
должен прежде всего работать для безопасности Латвии, наших людей и нашей страны. Решения о назначении должны принимать латвийские политики и общество, а не внешние игроки. Как вам такое? Мгм. И, говорит, образованный, да, говорит. Ну ладно, давайте я образованную покажу. И это Европа, где-то в Европе, так как по строениям посмотреть, да, какие строения. Не знаю, какая страна, ну просто послушайте, посмотрите. Ну что, украинцы, собирали деньги на дроны, а знаете, куда эти дроны полетели? В Россию, в Москву, в Московскую область и другие регионы. Пострадали мирные жители, минимум 337 беспилотников. Несколько дронов попали в многоэтажки, в припаркованные автомобили. Без жертв не обошлось, сейчас известно о одном погибшем. Неужели вы не понимаете, что этому не будет ни конца, ни края? Вы вообще можете понять масштабы ответки? Мы ракету, нам 10, мы 300 дронов, нам 1000. Это никогда не закончится. Самое ужасное, что эта новость многих людей порадовала, и они поспешили с утра записать видео и в красках рассказывали про мощь и величие Украины. Неужели вы не можете понять, какие последствия будут? И как вы можете себя называть людьми, когда вас веселит чужое горе? Война – это страшно, происходящее между нашими странами – это трагедия. Не будем дальше смотреть, как вы думаете, вот она понимает это все? Которая лайки там ставит, машет, головой подмахивает. Образованность. Как еще сказала эта дамочка на своем якобы в новостном канале, работают не покладая рук. Ну давайте, вот я вам в разных странах. Вот давайте я покажу вам одного работающего. Батальон Монако. Ребята, сын украинского известного прокурора, рассекает на дорогих машинах в Европе, пока папа работает. Вот так вот вам, пожалуйста. Как вам? Работает в Европе или рассекает? А вот еще один ролик я вам включу. Это все про работу теперь пойдет. Созвонилась вчера со своей знакомой, с которой вместе приехали в Германию и проходили лагеря. Спрашиваю у нее, как дела, как-то давно, знаете, не созванивались, как обосновалась в Германии, чем занимаешься, где работает. На что она мне ответила: я не работаю, 4 года. Это деградация, да. Значит, поднимают экономику, да, других стран. Но я вот еще вам сейчас ролик включу, послушайте, как один человек в Германии поднимает экономику других стран. Смотрим. Кайфовать, це перше. Ніколи більше в житті не працювати, тому що до цього я працював в Україні як дурачок, але оказується, що цього можна не робити. І заробляти в чорну побольше денег, при цьому нічого не делая. Ну, от такі мої цілі на ближайші 10 років. Там уже я думаю, що я получу спокійно німецький паспорт, і у мене все, життя буде обезпечена, і старість у мене буде обезпечена. Ну, це все, це білет в щасливу життя, люди. Ну, я не знаю, що ви собі думаєте, ви не розумієте, який джекпот виграли українці. Ну, просто, це, ну, ті, хто сюди приїхав, от в Німеччину, навіть не задумуйтесь ні про які цілі. Воно само собою все вийде, і ви будете просто в шоколаді. Ну, просто в шоколаді. Головне, не йдіть нікуди на роботу, щоб ви завжди були на джоб-центрі. По-другому це не сработає. Мій совет вам. И вот теперь мне хочется спросить у этой дамочки, якобы с новостного канала, в каком мире она живет. Пускай она снимет розовые очки и посмотрит без очков. Ваше мнение теперь. И таких каналов очень много, да, которые разгоняют чушь. Такой у нас ролик получился. Не очень, наверное, короткий, но все же. Спасибо, что досмотрели до конца. Если комментируете, то адекватно и конструктивно. Лень комментировать. Ставим точку, знак восклицательный, вопросительный. На что у вас фантазии хватает, да, смайлик. Еще что-нибудь, да. Нет, ну, боитесь написать, не хотите писать, переходите. Вот, телеграм-канал. Там все напишите. Вместе с вами разберем. Огромное спасибо. Не забываем подписаться на канал. Канальчик. Лайк, комментарий. Всем добра, удачи.